Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня мы совершим прогулку в прошлое. Если мы посмотрим на фотографии Афин сегодня и 80 лет назад, мы поймем, как сильно изменился город. Сейчас многих исторических зданий не существует, и лишь немногие оставшиеся и сохранившиеся напоминают нам об Афинах, сильно отличающихся от сегодняшних. Итак, начинаем нашу прогулку в загадочное, манящее и такое прекрасное прошлое. Особняк на улице Филелилон. Он был построен в 1886 году и было одно из красивейших неоклассических зданий города того времени. В нем было что-то особенное, притягивающее. Его архитектором был Анастасиас Метаксас. По его эскизам было построено очень много зданий в Афинах и за пределами Афин. Слава об этом особняке дошла до Эдинбурга, где была построена точная копия этого здания. Ее так и называют Северные Афины. Особняк простоял до послевоенных лет. Точная дата сноса до сих пор неизвестна, как и имя первоначального владельца. Сегодня на месте этого особняка расположено административное здание. А это одно из известных зданий вокруг площади Сидагма, центр города. В 1842 году Павлос Каллигас, политик, министр, председатель парламента, покупает землю вокруг дворца Сидагма и начинает строительство своего личного особняка. При его строительстве, как говорят, были обнаружены древние артефакты. В 1960-х годах XX века на его месте был возведен большой комплекс зданий, где сегодня находится большое количество офисов города. На небольшой улице Сократос стоит заброшенное, как уже 10 лет, здание Афинской прокуратуры, где 70 лет назад стояло величественное неоклассическое здание. Оно было снесено в 1956 году, чтобы заменить его современными городскими квартирами. История этого здания очень интересна. Особняк был построен в 1842-1844 годах XIX века. Английская аристократка графиня Элизабет в Мюнхене встречает грека Спиридона. Влюбляется в него с первого взгляда. Оставляет своего мужа, барона-лорда в Англии, и следует за Спиридоном на остров Керкера, Корфу, откуда он был родом. На острове они прожили 5 лет, и следующим местом жительства были Афины. В этом особняке проходили самые известные балы и приемы. Там были прекрасные сады, пальмы. Графиня играет на рояле. Вокруг танцуют. Этот трехэтажный особняк с возвышающимися пальмами посещали все аристократы города. Все это прекратилось в 1846 году, когда супруги развелись. Вскоре графиня уехала из страны в Дамаск, где встретила бедуинского шейха на 17 лет моложе ее. Вышла за него замуж и прожила с ним счастливо 35 лет, вплоть до конца своей жизни. Она умерла в 1881 году. После сноса особняка на его месте был построен отель. Прошли годы, и отель утратил свою былую славу. Сегодня уже ничто не напоминает о временах танцев и пальм. Здание, которое сегодня находится в центре Афин,
отражает путаницу в послевоенных Афинах. Где тогда думали, следует сохранять их или снести? Наверное, лучше они думали заменить их многоквартирными домами. Это здание было построено в 1900 году и в то время было самым большим зданием в Афинах. Оно оставалось нетронутым до начала 1960-х годов. Уникальный интерьер, украшения на стенах из мрамора с мраморными балконами. Его наследники решили разделить это здание, а потом владелец угловой части принял решение снести его, чтобы построить многоквартирный дом, где сейчас находятся офисы Еврокомиссии. С восточной части здание остается как есть, чтобы сохранять память о знаменитом дворце. Еще раз вернемся к первой фотографии особняка, которого больше нет. Еще раз полюбуемся воспоминаниями и творениями знаменитого архитектора. Осталось лишь немного фотографий, где мы можем видеть этот особняк. Кто был его владельцем, что происходило там, увы, этого мы уже не узнаем никогда. Вилла Маргарита. В 1972 году ее снесли, объясняя тем, что она не имеет черт греческой архитектурной традиции, поэтому нет причин ее сохранять. Но когда-то эта резиденция принадлежала армянину, имя которого до сих пор неизвестно. Все, что мы знаем, это то, что в начале 1900-х годов он владел антикварным магазином на улице Эрму. Впоследствии она была продана и перешла в собственность владельца отеля «Великобритания». Почему вилла Маргарита? Вилла была названа в честь его дочери Маргариты, после смерти которой она перешла к ее внучке Софии. Увы, вилла была снесена. Там, где сейчас стоят многоквартирные дома, в прошлом располагались одни из самых красивых зданий города. Этого здания больше нет. Идея его создания принадлежала банкиру. Говорят, что на строительство роскошного здания было потрачено 2,5 миллиона драхм. Астрономическая сумма по меркам того времени в Греции, начала 20 века. Мрамор, картины маслом, скульптуры. В 1987 году было принято решение его снести. Сегодня на его месте стоит частная больница, открытая в 2001 году. Дворец Негропонти. Он был построен в 1870 году как особняк семьи Луриотис. Позже была куплена Негроподисом. Позже перешло под юрисдикцию греческого государства. И до 1940 года здесь размещалось Министерство торгового мореплавания. Спустя 19 лет здание снесли, а на его месте построили все те же многоквартирные дома. На сегодняшней площади Катца 80 лет назад располагался один из самых внушительных театров страны, который за полвека успели и построить, и открыть, и снести. Он был открыт королем Георгом I в октябре 1888 года. Театр был на 1500 мест. В 1920-х годах было решено переделать театр в приют для 150 семей беженцев из Малой Азии. Из-за отсутствия отопления зимой 1922 и 1923 года они сожгли найденные ими все декорации и мебель, чтобы согреться. В 1927 году были попытки его реставрировать, но они потерпели неудачу. 13 лет спустя мэр города Коста Катца в
в честь которого была названа площадь, приказывает снести театр. Все течет, все изменяется. Мы все прохожие в этом мире. Остается только культура. Всего доброго вам. Спасибо за просмотр. До новых встреч. С любовью из Греции.